В эфире программа «Здорово здоровым быть», и прямо сейчас мы будем отвечать на ваши вопросы. Напомню, их можно задать прямо в нашей студии, а также написав на адрес нашей электронной почты. Его вы сейчас как раз видите на своих экранах. Давайте узнаем, что волнует наших зрителей. Спрашивайте, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как можно отличить сердечный кашель от простуды? Очень хороший вопрос, потому что чаще всего пациенты с симптомами кашля обращаются на прием к терапевту, пульмонологу. Но не стоит забывать, что кашель может считаться проявлением тоже сердечно-сосудистой патологии. Давайте проведем так называемую ДИВ-диагностику и разберемся, когда кашель будет относиться к простуде, а когда мы будем думать о кашле, относящемуся к сердечно-сосудистой патологии. Итак, первый симптом. Кашель обычно сухой. Будет относиться к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, без отхождения мокроты. А вот уже кашель из сухого, переходящий в влажный, чаще всего будет относиться к простуде. Если кашель сопровождается, соответственно, симптомами ОРЗ, это катаральные явления, насморк, повышение температуры тела, тогда, конечно же, в этой ситуации кашель будет относиться к симптомам простуды дополнительно. Если же симптомов простуды нет, то это будет проявлением общей сердечно-сосудистой недостаточности или сердечно-сосудистой патологии. То есть он будет встречаться в так называемом комплексе заболевания. Очень важный симптом, когда кашель зависит или не зависит от положения тела и от времени суток. Если, как в этой ситуации, кашель не зависит от положения тела и времени суток, это будет у нас простуда, потому что всегда кардиологический кашель будет меняться в зависимости от положения тела. Если мы принимаем горизонтальное положение, то кашель будет усиливаться. С чем это связано? Сердцу тяжело работать, полностью не может выбросить кровь в круг кровообращения. Кровь будет застаиваться, и это будет в горизонтальном положении приводить к усилению симптомов кашля. Если кашель не проходит при приеме бронхолегочных препаратов, соответственно, это будет у нас кардиологический кашель, потому что он требует абсолютно другой терапии, которая будет связана с улучшением работы сердца. Эти препараты никоим образом не будут влиять на этот кашель. А если кашель поддается лечению при назначении такой терапии, соответственно, этот кашель будет связан с простудой. Помните, грамотно составленный опрос, то есть анамнез, когда пациент приходит к врачу и отвечает на соответствующие вопросы, не стоит задумываться, почему врач так пристально все расспрашивает. Для того, чтобы определиться, к какой патологии будет относиться ваш кашель и более грамотно и правильно назначить вам лечение. Спасибо вам большое. Пожалуйста, задавайте вопрос. Сейчас кожа особенно нуждается в питании и увлажнении. Скажите, можно ли использовать вазелин в качестве обычного увлажняющего крема для лица? Давайте сперва вспомним, что из себя представляет вазелин. Вазелин – это комбинация двух ингредиентов – минеральное масло и твердый парафин. То есть достаточно плотные, смягчающие компоненты. И при нанесении на кожу такого вещества будет оказываться хороший питательный эффект, будет поддерживаться здоровье липидного барьера, будут устраняться шелушения. Но в уходе за кожей все-таки должен быть баланс. Нужны еще и увлажняющие ингредиенты – гиалуроновая кислота, алоэ вера, глицерин. Нужны антиоксиданты, мы не должны про них забывать, витамин С, неоцинамид. Если это возраст 30+, то нужны еще и дополнительно пептиды, ретиноиды и так далее. В составе вазелина их нет. Там только минеральное масло и твердый парафин. Поэтому все-таки я не рекомендую применять вазелин и утром, и вечером вместо обычного крема. Вы можете комбинировать вазелин, если липидный барьер нарушен, с какими-то другими питательными увлажняющими средствами. Вы можете использовать вашу увлажняющую сыворотку, а сверху нанести вазелин. Так как есть еще одно великолепное свойство у этого вещества, он усиливает проникновение других ингредиентов более глубоко в кожу. Той же гиалуроновой кислоты, тех же антиоксидантов. Есть одно очень большое «но».
В составе вазелина, кроме минерального масла, твердый парафин. Твердый парафин, к сожалению, обладает очень высокой комедогенностью. Вазелин в итоге может спровоцировать появление гнойничковых высыпаний, папул, то есть усиление проявления угревой болезни, если вы будете применять его регулярно. Другое дело, если у вас сухая кожа или нормальная кожа и нет проблемы акне. Однако, если у вас жирная комбинированная кожа, и тем более, если есть проблема угревой болезни, вазелин использовать постоянно, даже в дополнение к основным средствам ухода, не рекомендуется. Поэтому будьте с ним аккуратны. И если все-таки есть проблема акне, лучше обратить внимание на питательные кремы из линеек с отметкой для жирной комбинированной проблемной кожи. А вот если кожа сухая или, например, если есть проблема экземы, атопического дерматита, да, вазелин можно применять, но, опять же, не постоянно, в комбинации с другими активными веществами и с другими косметическими средствами. Мы продолжим отвечать на ваши вопросы через несколько минут. Оставайтесь с нами. Здорово здоровым, здорово здоровым, здорово здоровым быть. Мы снова в студии проекта «Здорово здоровым быть». Вы задаете вопросы, мы на них отвечаем. Мы готовы вам помочь. Пожалуйста, спрашивайте. Моему отцу предстоит эндопротезирование тазобедренного сустава. Подскажите, пожалуйста, нужна ли какая-либо физическая подготовка перед операцией? Это очень хороший вопрос. Врачи утверждают, что те пациенты, которые готовились к операции, восстанавливаются намного быстрее. Ну а все подробности узнаем у нашего эксперта, инструктора по лечебной физкультуре Виктории Чистовой. Ну и вы выходите к нам тоже. Тазобедренный сустав – это один из самых крупных и подвижных суставов нашего организма. Он имеет достаточно сложную и прочную конструкцию. И повседневно он испытывает колоссальную нагрузку. За его стабилизацию и подвижность отвечает мышечно-связочный аппарат, который в процессе длительного артроза или других суставных заболеваний подвергается структурно-функциональным изменениям, вследствие чего нарушается трофика хрящевой ткани нашего сустава, выработка синовиальной жидкости, и также снижается подвижность самого сустава, и мы не можем выполнять какие-то простейшие функции, которые он должен выполнять. Поэтому предоперационная подготовка крайне важна и необходима. Она носит такие важные функции, как улучшение кровообращения и микроциркуляции в суставе, улучшение трофики хрящевой и костной структуры. Также это крайне важная психоэмоциональная составляющая, поскольку подготовка нам позволит понять, что же нас ждет после операции. С помощью упражнений ЛФК перед операцией мы сможем увеличить силу и выносливость наших мышечных структур, рук, ног. Это тоже крайне важно, потому что возможно, даже невозможно, а предстоит хождение на костылях. Поэтому крайне важно, согласитесь, выполнять именно предоперационную подготовку. И я предлагаю вам познакомиться с упражнениями, которые нам помогут и помогут вашему отцу. Присаживайтесь, разувайтесь, пожалуйста. Мы занимаем положение лежа на спине. Первое упражнение, которое мы выполним, будет следующим. Нам необходимо согнуть ногу. Мы будем работать с противоположной стороны. И первое упражнение, оно будет служить мягким, растягивающим, подготавливающим движением. Наша задача – сгибать ногу в коленном суставе, скользя пяткой по кровати, и подвести это колено к себе. Руками мы можем помочь. Будет происходить мягкое растяжение задней поверхности бедра и ягодичной мышцы. Вы делаете это очень бодро и резко. Отец это должен выполнять плавно и медленно, опираясь на свои ощущения. Выполняем 5-6 повторений. Если ему сложно, пускай он выполнит 3-4, а на следующее занятие постарайтесь увеличить количество повторений. Сгибание и разгибание наших стоп. Мы тянем носки на себя. Да. И от себя. Мы не поднимаем ноги вверх, да, лежа на кровати. Отлично. Теперь мы располагаемся лежа на боку. Нижнюю ногу мы слегка сгибаем в коленном суставе, нижнюю. Верхняя нога у нас прямая. Эту руку мы располагаем под голову. Эта рука может служить нам опорой. Наша задача совершить подъем прямой ноги вверх, опять-таки до комфортного угла в тазобедренном суставе. И плавно и медленно опускаем. Помним, 5-6 повторений для начала достаточно. Амплитуду не форсируем, все медленно и постепенно. Отлично. Также из этого исходного положения мы можем выполнить следующее упражнение. Мы сгибаем ногу в коленном суставе и подводим ее к себе на весу. И медленно, плавно выпрямляем, опускаем.
Хорошо. Далее мы переворачиваемся на живот. Наша задача также будет укрепить заднюю поверхность бедра. Руки можно расположить под лоб, так будет комфортней. Шею не напрягаем. Вот так. И наша задача поочередно производить сгибание ног в коленном суставе. Согнули, расслабили. Можно чередовать. 1-2 нога. Можно выполнять 6-8 повторений на одну ногу, соответственно, потом работать со второй ногой. Если это будет легко, мы можем оказать сопротивление с помощью резинки, зафиксировав ее в области голеностопного сустава, либо вы можете оказать сопротивление рукой. И теперь сгибаем ногу. Сгибайте. Уже посложнее, правда? Ну да. Вот, если отцу будет легко выполнять это движение без резинки и без рук, тогда мы можем вот таким образом оказать сопротивление. Теперь наша задача сесть на край кровати. Мгм. И мы будем выполнять движение выпрямления прямой ноги вверх. Хорошо. Мы не отрываем бедро от кровати, мы просто выпрямляем ногу. Также напрягается передняя поверхность бедра. Если вы положите руку на и выпрямите, то вы почувствуете, как происходит напряжение. Опять-таки, если легко выполнять, фиксируем резинку на голеностоп, фиксируем его вот отсюда, чтобы она выполняла сопротивление, и выпрямляем с сопротивлением. Попробуйте. Вот, даже небольшое сопротивление моей руки уже значительно увеличивает силу работы квадрицепса. И еще раз. Хорошо. Отлично. Также ему будет очень полезно посещение бассейна и выполнение упражнений именно в воде, поскольку сила притяжения будет отсутствовать, ему будет намного легче выполнять эти движения. Также он может выполнять определенные упражнения даже в условиях тренажерного зала. Есть специальные изолирующие тренажеры, которые позволяют нагрузить наши мышцы максимально, но при этом не давая работу именно в тазобедренном суставе, поскольку, к сожалению, уже базовые упражнения какие-то многосуставные, многофункциональные, ему будут в ближайшее время, конечно, недоступны. И помним, ходьба тоже является хорошим упражнением в данном случае, но все ориентируется на боль. Не должно быть острой боли. Может пройти 1 лестничный пролет, достаточно. Может 2-3, хорошо, пускай с небольшим отдыхом и перерывом, но пускай он ходит. Потом отдохнул. Следим за тем, чтобы после выполнения упражнений, если в течение следующих 2 дней боль сохраняется, мы обращаемся к врачу и корректируем упражнения, которые выполняются. Боли быть не должно. Итак, давайте повторим, в чем же преимущество дооперационной физической подготовки? Она скажется на реабилитации в послеоперационном периоде. Это лучшее качественное состояние мышц, что будет положительно сказываться на заживлении раны, ну и также сила мышц, что будет лучше фиксировать эндопротез. Вывод 1. Занимайтесь предоперационной физической подготовкой. Вы все запомнили? Да, спасибо. Спасибо и вам за участие. И, конечно, мы благодарим за всю полезную информацию инструктора по лечебной физкультуре Викторию Чистову. Всех вам благ, берегите Будьте здоровы. себя. На сегодня у нас все. На ваши вопросы отвечал врач-кардиолог Алексей Деконский. И врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская. Здорово здоровым быть. Не забывайте об этом и берегите себя. Смотрите нас в эфире со вторника по пятницу. Пока. Чтобы мыслить позитивно на работе и в семье, загружай себя спортивно, дай разрядку голове. С первой угадай попытки, что от стресса подойдет. Не таблетки, а улыбки. Улыбнись, и все пройдет. Кто б ты ни был, где б ни шел, запиши карандашом. Очень важно не забыть